Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами некоторыми идеями ко Дню влюбленных. Но эти блюда вы можете готовить к любому романтическому вечеру. И приготовим мы с вами соленую закуску в виде сердечек, красивый десерт в виде розочек, и в третьем варианте у нас будут сладкие и соленые закуски. И начнем мы с соленой закуски в виде сердечек. Беру упаковку слоеного теста прямоугольной формы. У меня упаковка на 275 грамм. И если вы видите, что тесто немного липнет к рукам, присыпьте его немного мукой. Можете присыпать и сверху, и снизу, так с ним будет легче работать. Теперь беру вот такую формочку для печенья и формирую много сердечек. Сформировали вот такие сердечки. А теперь беру маленькую формочку и на половине из них формирую отверстие в виде маленького сердечка. Затем отправляем их в форму для выпекания. Сначала выкладываем целое сердечко и сверху сердечко с отверстием. Затем вилочкой проделываем отверстие в серединке. У нас получится 16 заготовок. Вот таким образом. А теперь беру желток, добавляю немного молока и перемешиваю. И смазываю полностью верхние сердечки. Смазали. А теперь беру кунжут и посыпаю сверху. Маленькие сердечки нам не понадобятся, но я их испеку и съем. Обожаю слоеное тесто. И теперь отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. Смотрите, какие они становятся пышненькие. И вот такие заготовочки у нас получились. Вы можете заполнять их и любой сладкой начинкой, а мы сегодня приготовим соленую закуску. И для первого варианта начинки я беру немного сыра с плесенью, у меня это горгонзола, и добавляю к нему немного сливочного сыра. Присаливаю и хорошенько перемешиваю до однородной массы. Если хотите начинку погуще, можете натереть немного твердого сыра. И еще как вариант можете использовать эту начинку для фаршированных яиц и для брускет. Вот такая кремовая начинка у нас получилась. И теперь я ее отправляю в кондитерский мешочек, так будет намного удобнее заполнять наши сердечки. Наша первая начинка готова и отправляю ее в холодильник. Для второго варианта начинки натираю вареные яйца на крупной терке. Яйца мы с вами натерли, а теперь натрем кусочек твердого сыра. Теперь пропущу через пресс пару маленьких зубчиков чеснока. И добавлю майонеза.
Присаливаем по вкусу. Добавляем немного черного молотого перца. И перемешиваем все до однородной массы. Если нужно, добавьте еще немного майонеза. Я делаю все на глаз, главное, чтобы получилась в меру густая начинка. И эту вкусную начинку вы можете использовать и для фаршированных яиц, и для брускет. Вот такая яркая начинка у нас получилась. И также отправляю в кондитерский мешочек. Готовы обе наши начинки, теперь заполняем сердечки. Половину заполню начинкой с сыром с плесенью и сливочным сыром. Заполняем аккуратненько, чтобы не испортить форму сердечка внутри. Если нужно, в конце немного подправим ножом. А остальные заполню начинкой с сыром, яйцами и майонезом. И вот такая симпатичная закуска у нас получилась. Я оставила так уже красиво и мило. А вы, если хотите, можете еще украсить зеленью и помидорками черри. Делайте, как больше нравится вам. Я думаю, что такие аппетитные сердечки отлично дополнят ваш романтический ужин. Нежное хрустящее слоеное тесто отлично сочетается с любой начинкой, поэтому с начинками вы можете экспериментировать как пожелаете. А еще можете заполнить их заварным кремом, тоже будет очень вкусно. А теперь перейдем к десерту и приготовим розочки из слоеного теста с яблоками. Готовится очень просто, а получается эффектно. И получается вкусный десерт с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Берем красные яблочки, удаляем сердцевину. Нарезаем яблоко пополам. И теперь нарезаем на тоненькие-тоненькие ломтики. И я буду добавлять яблоки в сыром виде, поэтому я их нарезаю как можно тоньше. Но ломтики, если хотите, можно проварить 1-2 минуты, чтобы они смягчились и стали гибкими. Затем поливаю их лимонным соком, чтобы они не темнели. А теперь беру слоеное тесто прямоугольной формы. Если чувствуете, что тесто липнет к рукам, присыпьте его немного мукой. Лучше это сделать и сверху, и снизу, так будет намного легче с ним работать. Затем складываю тесто пополам, чтобы отметить, где находится серединка. И нарезаю на 6 равных полосочек. Вот таким образом. А теперь берем наши нарезанные ломтики и выкладываем внахлёст на полоску теста, чтобы они выступали за край. По желанию можно смазать серединку полоски любым джемом. Я вам советую выкладывать яблочки, не доходя немного до края. А теперь берем сахар и немного посыпаем сверху. По желанию еще можно посыпать немного корицей. А теперь полоску теста складываем пополам. А теперь сворачиваем в рулетик. Но не сворачивайте слишком туго. И вот такая красивая розочка у нас получается. И выкладываем форму для выпекания на пергаментную бумагу. Если вы готовите из такого же тоненького слоеного теста, как у меня, и не нарежете яблоки тоненько, то при закручивании у вас будет рваться тесто на уголках. Зажимаем немного край теста,
чтобы оно не раскручивалось при выпекании. И готово. Сформировали все розочки, а теперь сверху присыпаем немного сахаром. А теперь беру желток, добавляю немного молока, перемешиваю и смазываю наши розочки. И теперь отправляю их в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до румяности. Чтобы лепестки не пригорели, через некоторое время накройте их фольгой. И вот такая красота у нас получилась. Нарядные и ароматные розочки к чашечке чая или бокалу шампанского. И перед подачей посыпьте их сахарной пудрой. И смотрите, какие красивые розочки у нас получились. А теперь я вам покажу, как за считанные минуты приготовить милую закуску. Это для тех, у кого совсем мало времени на приготовление. Сегодня я покажу вам две идеи, и начнем мы с самой простой. Берем самые простые круглые крекеры. И часть из них намазываем любым шоколадным кремом. А сейчас несколько крекеров смажем белым шоколадным кремом. Несколько смажу фисташковым кремом. И часть крекеров смажу арахисовой пастой. Фисташковый крем и арахисовая паста не сладкие, поэтому у нас получится половина закуски сладкой и половина соленой. Смазали, а теперь из микса маленьких крекеров выбираю сердечки. Сердечки у меня были двух размеров, и на шоколадный крем я выкладываю сердечки побольше. Вы, конечно, если хотите, можете выкладывать и цветочки, тоже будет очень красиво. А на крем из белого шоколада выложу сердечки поменьше. И так чередую и выкладываю и на остальные. И вот такая быстрая и милая закуска у нас получилась. Для второго варианта закуски я также смазала крекеры, как и в первом варианте, но украшать мы их будем немного по-другому. И для первого варианта нам понадобится мак и маленькая формочка для печенья в виде сердечка. Выкладываю формочку в серединку и аккуратненько засыпаю немного мака. И немного встряхиваю, чтобы мак хорошо распределился внутри и создалась форма сердечка. И затем аккуратненько, не спеша, вынимаем формочку. Для второго варианта нам понадобится кокосовая стружка. И проделываем то же самое, создавая сердечко из кокосовой стружки. На фисташковом креме мы также сделаем сердечко из кокосовой стружки. Если я вижу, что плохо распределяется, я обратной стороной ложечки помогаю распределить получше. И на арахисовой пасте я сформирую сердечко из мака. И подаем. И вот такая симпатичная закуска у нас получилась. На этот вариант уйдет немного больше времени, но получается очень красиво. И не только красиво, оригинально и очень вкусно. И самое главное, быстро. Напишите, если вам понравились идеи. И если вам понравилось готовить вместе со мной, ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым гостям.
На канале я часто выпускаю праздничные блюда, так что вместе будем украшать ваши праздничные столы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!